Друзья, приветствую вас на канале Food Court. Все кухни мира на одном столе. Сегодня я предлагаю вам приготовить вместе со мной квашеные фаршированные баклажаны. Если вы смотрите это видео без подписки на моем канале, обязательно подпишитесь, поставьте лайк. Будет здорово, если вы поделитесь этим рецептом в социальных сетях со своими друзьями и знакомыми. Итак, приступаем. У меня примерно 2,5 килограмм баклажан. Мы сейчас их обработаем, почистим, уберем плодоножку и будем готовить их к фаршировке. Для фаршировки нам потребуется свежая морковь, сладкий болгарский перец, чеснок и острый горький перец. Из зелени я буду использовать свежую петрушку. Ну и, конечно, нам потребуется сельдерей. Зелень сельдерея нам потребуется для упаковки, и сельдерей придаст невероятный вкус этим баклажанам. Баклажаны мы очищаем от плодоножки, обрабатываем их. И разрезаем их вот так вот повдоль, до плодоножки, до уплотнения. Морковь можно нарезать ножом-соломкой. Я натру морковь на терке для корейской морковки. Петрушку мелко нарубаем. Теперь необходимо болгарский сладкий перчик нарезать тонкой соломкой. Теперь пришло время подварить наши баклажаны. В кипящую воду, где-то примерно 4 литра, я добавил 2 столовых ложки соли и опускаю все баклажаны в кипящую воду для того, чтобы их бланшировать. Важно не переварить баклажаны. Для того, чтобы они не всплывали, их можно накрыть тарелочкой и проварить их не более 4-5 минут в кипящем состоянии. После бланшировки достаем баклажаны, даем им остыть. А в эту воду я опускаю сельдерей для того, чтобы он проварился несколько минут, там 5-7, для того, чтобы потом им легко можно было упаковывать баклажаны.
Теперь остывшие баклажаны нам необходимо поставить под пресс. Для того, чтобы ушла лишняя жидкость, горечь. Пресс небольшой, там в пределах 1,5-2 килограмма будет достаточно оставить их там на 1,5 часа. Пока наши баклажаны находятся под прессом, необходимо подготовить рассол для маринада. Именно в этом рассоле баклажаны будут проходить ферментацию. Рецепт рассола вы найдете в описании к этому видео. Вот наши баклажаны подпрессовались, остыли, и теперь их можно начинять фаршем. Фарш набиваем очень плотно. Я люблю, когда его много, чтобы он так торчал во все стороны. И упаковываем нафаршированный баклажан сельдереем. Друзья, если вы смотрите это видео и все еще не поставили лайк, я вам буду очень благодарен за вашу активность. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь в социальных сетях. Задавайте вопросы. Рад буду общению с вами. Нафаршированные и упакованные баклажаном я укладываю в пластиковый контейнер, ну и сверху прикрываю остатками сельдерея. После этого мы заливаем контейнер остывшим рассолом. Рассол должен покрывать полностью баклажаны. И сверху я оставлю пластиковую крышку от контейнера и небольшой груз. В качестве груза я использую 3-литровый контейнер с водой. И в таком виде мы оставляем наши баклажаны ферментироваться на 4-5 дней при комнатной температуре. Прошло ровно 5 дней. При температуре 24-25 градусов наши баклажаны заквасились. Образовалась небольшая пленка пищевой плесени. Ее можно убрать салфеткой, и практически наши баклажаны готовы. Ну а далее, для того, чтобы остановить процесс ферментации, процесс брожения, баклажаны можно убрать в холодильник, и они храниться там могут достаточно длительное время и не будут перекисать. Баклажаны отлично проквасились, имеют такую плотную консистенцию. Овощи в фарше не расквасились, не разваливаются. Баклажаны хорошо держат форму. Сельдерей дает невероятный запах. Вот таким простым способом вы можете получить прекрасный, очень полезный продукт к вашему столу. Друзья, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, и будет здорово, если вы поделитесь этим видео в социальных сетях. Оставайтесь на канале, будет вкусно и интересно.